Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу, как управлять пропеллером по открытому дециметровому радиоканалу. В этот раз мы распакуем 3 новых продукта. Соберем настольный стенд для отладки и тестирования радиоуправляемой системы. Далее разберемся с тем, как все это запрограммировать в UI-Flow. Накидывайте капюшон, сегодня будет ветрено. Unit RF433T – это цифровой радиопередатчик, работающий на частоте 433,92 МГц с модуляцией ASK, а Unit RF433R – приемник. В комплекте с обоими юнитами идет 20-сантиметровый GROV-кабель. Передатчик подключают через порт B. На вход поступает цифровой сигнал в сыром виде. Обработка данных происходит на базовом устройстве. Юнит работает на микросхеме SYN115, которая способна обеспечить выходную мощность сигнала до 10 дБм и скорость передачи до 10 килобит в секунду. Антенна выполнена на печатной плате и согласована таким образом, что радиус действия беспроводной связи может достигать до 10 метров. Приемник также подключают через порт B. На выходе получается тоже цифровой сигнал, полученный из радиоэфира в сыром виде. Такой сигнал включает в себя сигналы от прочих передатчиков, работающих на данной частоте, а также шумы и помехи. Всю обработку необходимо производить на базовом устройстве. Данный юнит построен на микросхеме SYN531R, которая обладает высокой чувствительностью минус 109 дБм и обеспечивает скорость приема до 1 килобита в секунду. На печатной плате также есть антенна, которая позволяет производить уверенный прием радиосигнала в радиусе до 10 метров. Хорошо, теперь давайте посмотрим на юнит H-Bridge. В комплекте с данным юнитом идет шестигранный ключ, GROV-кабель 20 см и 4-контактный штекер VH3.96. Данный юнит используют для управления мотором постоянного тока. С его помощью возможно изменять не только скорость, но и направление вращения. H-Bridge построен на микроконтроллере STM32F030, который управляет одноканальным драйвером мотора постоянного тока. Также на печатной плате есть DC-DC преобразователь, колодка переключателей для изменения I2C адреса и переключатель источника питания. Максимально допустимое напряжение от внешнего источника питания 12 вольт. Ток нагрузки не более 3 ампер. А теперь давайте сделаем простейшую радиоуправляемую систему на 2 Atom Light. Одна часть передающая, управляющая, а другая принимающая, управляемая. Благодаря встроенной кнопке и RGB светодиоду мы не будем подключать прочие элементы управления в данном уроке. Однократное нажатие будет увеличивать скорость вращения, а двухкратное – изменять направление. Также реализуем экстренное торможение с помощью длительного нажатия. Передавать скорость и направление вращения будем по открытому радиоканалу в 2-байтовом виде. Принимающая сторона будет декодировать полученные данные и управлять пропеллером с помощью юнита H-Bridge. Для индикации полярности напряжения на моторе включим параллельно 2 противонаправленных светодиода. Хорошо, сейчас откроем UI-Flow и сделаем приложение для передающей части. Первым делом добавьте юнит RF433T. Данный юнит не требует инициализации и запуска. Далее создайте 2 целочисленные переменные для хранения скорости и направления вращения. Передавать 0 в конце пакета помеха небезопасна в текущей версии драйвера в UI-Flow, поэтому вместо 0 используем 2. Таким образом, для прямого направления вращения будет характерна единица, а для обратного – 2. Для того, чтобы пользователь видел скорость и направление вращения, добавим условие в бесконечный цикл. Для прямого направления вращения используем зеленый цвет, а для обратного – желтый.
Очень просто и понятно. Теперь добавим обработчик однократного нажатия на кнопку. С каждым нажатием будем увеличивать значение скорости на 64. Используем условие, чтобы охватить полный диапазон значений 1 байта. Таким образом, будет 4 уровня скорости. Чтобы переменная была однобайтовой перед отправкой данных, добавим условие, ограничивающее ее максимальное значение. Теперь сформируем и отправим пакет, состоящий из 2 байт по радио. Вы можете указать количество повторов отправки пакета для большей помехозащищенности, однако это снизит скорость передачи. Добавим обработчик двойного нажатия на кнопку. Здесь мы будем изменять направление вращения на противоположное. Добавьте условие, в котором будет происходить превращение единицы в двойку и наоборот. Далее обнулите скорость, чтобы избежать выхода из строя аппаратной части. Аналогичным образом сформируйте пакет и отправьте его в эфир. Далее зажгите и плавно погасите светодиоды, соответствующие новому направлению вращения. Отлично. Теперь осталось добавить обработчик длительного нажатия на кнопку. В нем будет происходить экстренное торможение пропеллера. Обнулите скорость, передайте информацию в эфир и помигайте красным светодиодом. Управляющая часть готова. Сейчас запрограммируем управляемую. Аналогичным образом добавьте юнит RF433R и юнит H-Bridge. Из-за того, что Atom Light оснащен единственным Grove-портом, нам необходимо подключить первый юнит к контактам общего назначения и указать об этом в UI-Flow. В отличие от передающего юнита, принимающий нуждается в запуске. Также необходимо инициализировать юнит H-Bridge перед началом использования. В этот раз мы не изменяли адрес с помощью колодки переключателей, поэтому оставим данное поле без изменений. Установим частоту шим 100 Гц. Так двигатель будет работать достаточно мягко и не будет пищать. Данное значение стоит подбирать экспериментальным образом под конкретную конфигурацию системы. Запустим приемник, инициализируем переменные. Далее реализуем тело приложения в бесконечном цикле. Когда на приемник поступят данные, он сохранит их в буфер. Таким образом, длина, отличная от нуля, свидетельствует о полученных данных. Можем считать данные из буфера. В прошлом приложении мы сохранили байт скорости первым в пакет. Давайте его извлечем и приведем к целому числу. То же самое для байта направления вращения, который лежит последним в пакете. Хорошо, данные сохранены из буфера в переменные. Давайте его очистим. Теперь установим соответствующие направления вращения на юните H-Bridge и окрасим светодиод в соответствующий цвет. Далее установим коэффициент заполнения на юните H-Bridge, который фактически определяет скорость вращения мотора. Готово? Давайте посмотрим, как это работает. Так выглядит осциллограмма сигнала на юните H-Bridge без нагрузки при коэффициенте заполнения 64 и прямом направлении вращения, а так с подключенным двигателем и светодиодами. На этой же осциллограмме приведен сигнал на юните H-Bridge без нагрузки при коэффициенте заполнения 64 и обратном направлении вращения, а на этой с нагрузкой. Напишите в комментариях, какие физические процессы вы здесь наблюдаете. Спасибо за просмотр. Нажмите «Нравится» и подписаться. До встречи в следующих видео. До свидания. STEM-контент сделал Диме. Текст читал Сергей Колбинцев.